Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Игорь, компания Автобазар, и мы продолжаем наши видеообзоры. И, наконец-то, сегодня мы представляем вам к обзору долгожданную, обновленную Toyota Sequoia. Это 2018 модельный год. Мы ждали этот автомобиль очень долго. Если вы помните, в каждом из наших выпусков, из наших репортажей про Toyota Sequoia мы говорили, что вот-вот придет на смену обновленная Toyota Sequoia. Конечно, мы ожидали гораздо большего, более радикального редизайна. На самом же деле случился, можно сказать, фейслифт. Какие-то есть очень интересные решения, но по большому счету ничего не поменялось кардинально. Ну и сейчас мы вам представим, что изменилось, что нового по сравнению со старым и что добавилось в этот интересный и очень популярный автомобиль. Ну что, давайте начнем, поговорим об основных отличиях нашей новой Сиены. Первое, это поменяли наконец-то головные фары, что большой плюс, потому что какой бы ни был любитель Toyota Sequoia, все говорили, что это уже анахронизм иметь галогеновые фары на таком автомобиле. Сейчас у нас все фары полностью LED, что ближние, что дальние, что ходовые огни. Противотуманки у нас тоже LED. Это вот самое важное изменение. Фары такие очень интересно вписались. Заметьте, что сбоку весь профиль автомобиля, весь зад совершенно не изменился. То есть новые фары, новый дизайн фар подогнали под старый кузов, и очень все органично вписалось. Новая решетка радиатора, практически такая же, как на Тундре, вот такой переход интересный сделали. Новый бампер, опять же, чтобы красиво, органично сюда вошли наши новые противотуманные фары, хромированная отделка. Очень тоже интересно получилось. Здесь у нас, вы видите, защита двигателя картера. Очень толстая, практически 2 мм. Защита мощная. Это мы заказывали дополнительно у дилера. Ну вот основные изменения по переду автомобиля и вообще внешние изменения. Все остальное, в принципе, совершенно не поменялось. Тот же дизайн колесных дисков. Это у нас 20-го диаметра диски. Размер колес у нас 275-55, 20-е. Тот же дизайн подножек, те же зеркала, все абсолютно то же самое. Сбоку вы никогда не скажете, это обновленный автомобиль, либо же это машина предыдущих годов. Точно так же сзади, совершенно ничего не поменялось. Здесь по-прежнему фары стоят обычные галогеновые лампочки. Зад абсолютно точно такой же, то есть ничего у нас не изменилось. Ну, а теперь давайте перейдем к интерьеру. Здесь, наверное, тоже у нас покажем, что поменялось. Сиденья у нас те же самые, в принципе, контуры. Всегда были очень удачные сиденья, что на Sequoia, что на Тундре. На Тундре, кстати, поменяли сиденья с рестайлингом, а на Sequoia оставили прежние. И мне кажется, это очень грамотно. Смотрите, здесь у нас хорошо выраженная такая коленная поддержка с регулировкой. Вы видите, вот вы можете этот валик надуть, убрать. Здесь у нас поясничный валик, тоже очень полезный. Но здесь уже стандартные настройки. Вперед-назад, вверх-вниз и настройки спинки. Все стандартно. Память настройки сидений, зеркал двухпозиционная есть. JBL акустика стоит у нас система и 14 динамиков, так же, как и в прошлой Sequoia. Вы видите новый дисплей. Очень, кстати, интересно получился. Они сохранили эти удачные колодцы, что тахометра, что спидометра, но они такие получились более, наверное, современные, более эффектные такие. Очень хорошо видно, красиво вычерченный. Спидометр по-прежнему у нас аналоговый тахометр.
но вид гораздо интереснее. А центральный дисплей у нас, вы видите, уже появился цифровой. Наверное, диагональ у него порядка 5 дюймов. Здесь что у нас добавилось? Вот у нас кнопка авто, вы видите. Это у нас сейчас наши новые LED-фары уже появились с автовключением-выключением дальнего света. Очень полезная функция. Все остальное то же самое. Я не вижу кнопка Blind Spot мониторинга, включение-отключение. Наверное, он отключается системно. Новый руль, как мы говорили. Руль пришел от той же Тундры обновленной. Вот вы видите, у нас здесь кнопки контроль движения по полосам. И это кнопка включения радар круиз контроля. Так, это, наверное, сначала вот так вот. Радар ready. И вот вы тут уже выстраиваете, какое расстояние вы хотите. В отличие от прежней Sequoia, что сюда добавили, очень интересно, это тоже пришло как от Lexus, это уже вентиляция сидений. Очень полезная функция, тоже долгожданная. Несмотря на то, что и прежние сиденья на Platinum были перфорированные, но существовал только подогрев. Все остальное, в принципе, по-моему, то же самое. Смотрите, немножко поменялась сама тут панелька, добавили вот алюминия в отделку, но контуры сохранились все те же самые. Ручка переключения режимов полного привода, вот она стала такой интересной. Здесь у нас 3 режима: задний привод, полный привод для хайвей и полный с пониженной включение, пониженной передачи. Дальше здесь у нас тоже все по-прежнему. Это включение towing mode, то есть если вы что-то перевозите, буксируете. Это блокировка межосевого дифференциала. Это управление пневмоподвеской. У нас, как вы знаете, по-прежнему задний мост стоят пневмобаллоны, и вы можете регулировать пневмоподвеску. Manual, сейчас мы посмотрим, как это работает. И это управление вы можете выбирать режим ваших амортизаторов спорт. Это у нас Normal, это у нас комфорт. Это у нас открывание заднего стекла, насколько вы знаете, так же, как и в Тундре, Cremax в Sequoia, вы можете стекло заднее полностью опустить. Задняя камера, вы видите, даже у нас оно нету, не реагирует оно на повороты руля. Вот, то есть, в принципе, все стандартно. Конечно, такому автомобилю очень не хватает полноценной 360 градусов вида. Мультимедиа, по-моему, точно такое же, как и было. Что здесь, вы видите, у нас всегда тут было Sequoia, славилась всякими много ниш полезных, дополнительных подстаканников. Здесь у нас, вы видите, тоже большой объема подлокотник. Здесь у нас только один 12-вольтовый разъем, и все. USB у нас тоже только один разъем, что тоже очень мало для такого большого автомобиля. На климат-контроле мы не остановили наше внимание, потому что он точно такой же, как и на прошлой версии. Сделан классически, очень удобно. Это управление температурой, это управление пассажирской температурой. Вы можете синхронизировать пассажир и драйвер. Ну, это включение кондиционера, это мощность вашего вентилятора. Ну вот, в принципе, и все. И вы можете также управлять задним климат-контролем, тоже как задние пассажиры могут им управлять, так и водитель. Включение, выключение. Все просто. Сейчас мы вам покажем, как работает задняя пневмоподвеска. У нас здесь 2 кнопки, Manual. При нажатии этой кнопки Manual вы как бы активизируете то, что вы можете вручную вот этой кнопкой вверх-вниз отрегулировать вашу пневмоподвеску. 3 положения у нас есть: Normal, максимум и самое нижнее положение. Сейчас машина у нас находится в самом нижнем положении. Давайте мы ее вернем в Normal. Вот сейчас оно стало максимально.
Все, вот сейчас она в нормал стала. Быстренько, опять же, расскажем про место на втором ряду, на третьем ряду. Мы это все снимали, но так как машина у нас обновленная, я думаю, все равно зрители будут смотреть именно этот ролик, и поэтому мы это еще раз продемонстрируем. Итак, поехали. Первое, чем славится Sequoia, это своими размерами и удобством расположения пассажиров второго и третьего ряда. Ну вот, давайте мы сейчас это все и покажем. Второй ряд у нас капитанские сиденья. Это прерогатива Platinum версии. То есть вот здесь у нас такая очень удобная консоль. Смотрите, как вы очень удобно сидите. Сколько расстояния у вас для ног. Здесь у вас есть у каждого из пассажиров второго ряда включение подогрева сидений. Вентиляции, к сожалению, еще нету. Свои подстаканники. Это у нас климат-контроль для задних пассажиров. Точно так же здесь вы у нас регулируете температуру, ну и режиму настройки. Это у нас розетка на 110. Это для подключения дополнительных источников на наш Blu-ray проигрыватель. Вот вы видите, у нас 9-дюймовый экран, Blu-ray диск уже он у нас проигрывает. Вы можете сюда ставить SD-карточку с какими-то фильмами, фотографиями. Это все у вас будет проигрывать. У нас 2 wireless наушника идет на эту систему и 1 пульт. Ну и также можете подключить свои наушники проводные и уже ими регулировать этими кнопками громкость. Здесь у нас еще дополнительные подстаканники. Дальше очень интересный еще этот ящик у нас. Смотрите, как он у нас работает. Здесь у нас ниши для каких-то вещей, очень удобно. И с другой стороны вы можете его сделать вот таким вот откидным столиком. Раз, и вот у вас уже получился столик. Вы можете что-то перекусить здесь, и здесь же у вас такой еще огромная ниша тоже для всяких вещей. В общем, все продумано, все очень удобно. Регулировки сидений, давайте мы сейчас посмотрим, насколько у нас она спинка откладывается. Вот смотрите, вот максимальное отклонение спинки. Здесь у нас вперед-назад регулируется вот таким вот образом. Вот вы можете в дороге практически почти лежа отдыхать. Здесь у нас есть шторки тоже для дверей. Ну вот в принципе и все. Давайте сейчас мы на третий ряд перейдем. Третий ряд тоже все очень просто. Смотрите, здесь вы просто вот этим рычагом складываете и подвигаете. И все, вы уже получаете доступ на третий ряд. Здесь, конечно, уже если сиденье отодвинуто максимально, взрослому, конечно, уже тесновато. Детям будет вполне. Тоже здесь у них большие подлокотники, свои подстаканники, свои шторки. Вот вы можете также сзади подрегулировать. Что еще? Это управление сиденьем. Вы можете складывать их электрически. И вот, кстати, и спинку тоже для третьего ряда можете откинуть. То есть буквой Г вам ехать не надо. Ну, скажем так, если у вас большая семья и много детей, то детям на третьем ряду будет удобно. Двум точно, даже если они маленькие, можно и третьего посадить. Вот у нас размер багажника с разложенным третьим рядом. В принципе, все равно еще какое-то место есть и даже вполне достойно. Здесь у нас дополнительная ниша. Здесь у нас, я так понимаю, домкрат и баллонный ключ. Запаска у нас находится под днищем. Так, и вот здесь вот вы видите у нас кнопки управления сиденьями. Вот давайте-ка мы их сейчас сложим. Чтобы она складывалась, кнопку надо всегда держать нажато. Точно так же следующая у нас пошла. Если мы складываем третий ряд, багажник становится значительно больше. А вот вы посмотрите, что происходит. Сейчас я откину эти. У нас так все придумано и становится абсолютно ровный
пол и длина нашего багажника более 2 метров получается практически. Вот эту консоль можно снять. Я знаю точно. Где-то у нас есть здесь, когда достается этот ящичек, ее можно убрать. То есть если вы хотите перевезти какой-то крупногабаритный груз, то размеров этого автомобиля вам вполне достаточно. Это у нас Sequoia Platinum, это максимальная комплектация автомобиля. Никаких дополнительных здесь прибамбасов нету. Защиту двигателя мы сами ставили, стоит она порядка $500. И вот у нас конечная стоимость $68 530 США, что в принципе почти 70 тысяч стоит наш новый автомобиль. Итак, уважаемые зрители, мы наконец представили вам новую Toyota Sequoia, как я и обещал. Это будет первый русскоязычный тест-драйв на канале YouTube. А на следующей неделе мы получаем еще 5 таких автомобилей с завода в различных цветовых сочетаниях. И все эти машины пойдут различным дилерам в России. Но также мы много работаем и с частными клиентами, и поэтому готовы купить и поставить вам новую Toyota Sequoia в самые сжатые сроки и по самой конкурентной цене. Заходите на наш сайт и оставляйте заявку, либо связывайтесь с нами по любому удобному вам контакту. Спасибо за ваше внимание, надеюсь, вам понравился наш обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш видеоканал. Если вы интересуетесь автомобилями, особенно если вам интересны большие пикапы и другие авто, продающиеся только на рынке США и Канады, мы будем первыми, кто представит новинки на тест-драйв на русском языке.